Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах и изделиях крючком. Сегодня хочу вам показать очередное несложное изделие. Это будет такой укороченный кардиган. Он будет состоять из двух цветов. Все покажу, все расскажу, все рассчитаю. Поэтому присоединяйтесь. Ну что, свяжем? Итак, начнем с ниточек, которыми я вязала. Вот такая вот у меня палитра интересная. Называются они Alize, Шекерим, Baby в моточке 100 грамм. Итак, смотрим дальше. В 100 граммах здесь находится 320 метров. Идем дальше. Цвет сразу же назову такой нежно-нежно-голубой. 227, если кому понравится. Итак, нам здесь советуют производители, смотрите, брать спицы, ну и крючок получается вот 3,2 миллиметра. Ну, я в данном случае буду вязать крючком, смотрите, 3,5 миллиметра. Сейчас он сфокусируется, 3,5 миллиметра. И сразу же, пока не забыла, цвет пряжи вот этой вот, то же самое, та же самая пряжа, 556. Нежно-нежно-розовый. Возможно, как-то более на оранжевый похож, но он на самом деле нежно-нежно-розовый. Вы, в свою очередь, берете свою пряжу, какая у вас есть, так? Подбирайте крючок под свою плотность вязания, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, ну что, начинаем с самого интересного. Итак, схемку я прилагаю. Схемка несложная, в принципе, все понятно. Мы с вами ее обязательно вместе провяжем, вы все поймете. Итак, раппорт получается узорчика. Начнем, да? Раппорт узорчика равняется 4 петельки плюс 1. Я уже провязала образец. У меня получается в 4 петельках находится 2,5 сантиметра. Так? Вы своей пряжей точно так же будете провязывать узорчик. Своим крючком, своей плотностью вязания. Возможно, данная цифра у вас будет другая, либо больше, либо меньше. Если мы с вами попадем в общую плотность, да, вот такую же, то есть у вас будет точно такая же плотность вязания, в 4 петельках будет 2,5 сантиметра, то отлично. Идем дальше. Будем провязывать прямоугольником. У нас будет спинка. Это будет прямоугольник, несложно. То есть очень просто вяжется. Полотно начали снизу и идете до высоты, которая вам необходима будет. Это будут две полочки, левая и правая. Я буду вязать на размер 46-48. 46-48. Так? Запомнили. Вы, естественно, на свой размер вяжете. Итак, спинка у меня будет 48. Так? И здесь полочки, получается, я сделаю на 46 размер. То есть каждая полочка будет по 23 сантиметра. Ну и дополнительно у меня здесь будет такая вот обвязочка в виде резиночки. Она будет внахлёстом друг на дружку, поэтому я считаю только, грубо говоря, одну резиночку. Она будет у меня 5 сантиметров. То есть итого 23, 23, 46 плюс 5, 51. Понятно? 50 у меня один будет перед, 48 у меня будет спиночка. Идем дальше. Теперь сколько необходимо набрать на полочку. Так, полочка. Сколько будем петелек набирать на полочку. Итак, если у меня одна полочка будет 23 сантиметра, и я не знаю, сколько это будет петелек, правильно? То есть я этого не знаю. Дальше. Я знаю, что у меня 2,5 сантиметра, это у меня 4 петельки. То есть здесь несложно, да? То есть вспоминаем школу, делаем пропорцию 23 умножим на 4 и разделим на 2,5. Итого у меня x, да, получается 36,8 петелек. То есть 36 делим вот на 4. Сколько раппортов я буду набирать, да? Это получается 9 раппортов. 9 раппортов я набираю. И плюс дополнительная вот та самая петелька, помните? Вот она, 1. Вот, поняли? То есть 9 полных раппортов и плюс 1 воздушная петелька. Так, это запомнили. То есть это будем набирать, получается, итого 37 воздушных петелек. Поняли, да? Идем дальше. У нас есть спинка, спинка 48. Мы ее точно так же считаем. Спинка. Итак, 48 сантиметров у нас. Точно так же, как в математике. Мы ставим вопрос, мы не знаем, сколько здесь петелек. Так? И получается у нас 2,5 сантиметра. Это 4 петельки. Ну, моя плотность вязания.
Точно так же делаем пропорции. 48 умножаем на 4 и делим на 2,5, получаем количество петелек. И количество петелек у нас здесь получается 76,8. Ну вот, не целое число, да? Получается, если мы 76 разделим на 4, у нас здесь получается 14 раппортов и плюс 1 петелька. Помните, да? Вот. Плюс 1 петелька. Итого 76 плюс 1, 77 воздушных петелек я набираю на спинку. Пока не сложно? Не сложно. Будете вязать точно так же обычными прямоугольниками, начинаете снизу, и прямоугольник без любых либо каких-то уменьшений и так далее, скосов и тому подобное. Точно так же провязывайте 2 полочки. Понятно? Ну и покажу непосредственно сам узорчик. Давайте. Итак, я начну вот такой вот розовой ниточкой. Видите, какая бледно-бледно-розовая. Начнем мы провязывать полочку. У меня полочка, это получается 37 воздушных петелек. У вас свое количество петелек. Итак, вначале все как всегда. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы ее не считаем. Теперь я набираю 37 воздушных петелек. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 и 37. Вот моя будущая полочка. Дальше смотрите, прежде чем приступить к узорчику, мы сделаем вспомогательный ряд. Смотрите, 2 воздушные петельки, 1, 2. Теперь отсчитываем от крючка 3 петельки, 1, 2, 3. Вот в 4-ю петельку накид, ныряем в 4-ю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем все 3 петельки за один раз. Полустолбик с накидом. Накид, в следующую по порядку петельку нырнули, вытянули ниточку и провязали точно так же 3 петельки вместе. Оп, полустолбик с накидом. И точно так же шагаете на протяжении всей цепочки, провязываете полустолбики с накидом, ну так скажем, вспомогательный ряд, установочный ряд, да, как мы можем назвать его. Нам будет так намного проще, удобнее дальше вязать. Все, сами себя контролируйте. Количество по итогу столбиков должно быть ровно столько, сколько вы провязали петелек в цепочку. Я провязала 37 воздушных петелек, значит у меня будет 37 полустолбиков с накидом. Понятно? Не сложно? Не сложно. Вот так вот провязывайте до конца ряда. В конце ряда я вас встречаю. У вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот наши полустолбики готовы. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем к узорчику. Для начала 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. Накид. Смотрите, пропускаем один столбик. Так, в следующий столбик нырнули. Вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке, не провязываем. Накид, сюда же нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, держим на крючке. И вот теперь все 3 петельки вместе провязали. Получается 2 столбика с общей верхушкой. Дальше 2 воздушные петельки. 1, 2. И опять делаем накид, возвращаемся сюда же, в этот же столбик, нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп. Держим, не провязываем, накид, сюда же опять нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, и вот теперь все 3 петельки провязали вместе. Оп, все, опять 2 столбика с общей верхушкой, и получилась вот такая вот рогаточка, видите? Дальше накид, пропускаем один столбик и в следующий провязываем столбик с накидом, просто обычный один столбик с накидом. Есть 3 петельки подъема, вот эти вот первые, это есть имитация столбика с накидом. Дальше повторение. Опять давайте вместе накид, столбик пропустили, в следующий делаем 2 столбика с общей верхушкой, столбики у нас с накидом, и 3 петельки вместе. Оп. 2 воздушные петельки, 1, 2. И опять сюда же возвращаемся и делаем точно такие же 2 столбика с общей верхушкой, 1, 2 и 3 петельки вместе. Оп. Опять пропускаем один столбик и в следующий провязываем просто обычный столбик с накидом. Все, и вот так вот вы чередуете столбик, рогатка, столбик, рогатка, столбик, рогатка и провязываете до конца ряда. Совсем не сложно. Так, видите, все повторяется.
вместе, 2 воздушные петельки и опять сюда же еще 2 столбика с общей верхушкой. Раз, два, вместе, пропустили столбик, в следующий столбик с накидом. Поняли? Не сложно? Не сложно. Схемка перед вами, провязывайте. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Давайте. Так, смотрите, вот мы провязали наши рогаточки, наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот наша последняя рогаточка. Делаем накид, пропускаем один столбик. И там, где у нас были петельки подъема, да, во вторую петельку подъема провязываем обычный столбик с накидом. Все, ряд наш закончен. Далее опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Теперь делаем накид. И вот в эту арочку, да, вот наши ножки, наши рогатки, в арочку провязываем точно такую же арочку. 2 столбика с накидом, с общей верхушкой. Есть. 2 воздушные петельки. Раз, два. Сюда же опять 2 столбика с накидом. Раз. Не до конца провязываем. 2. Теперь все петельки вместе. Оп. Вот. Опять наша рогаточка. Над рогаткой рогатка. Здесь ничего сложного. А вот теперь смотрите. Делаем накид. И вот там, где у нас наш один столбик стоял, мы, смотрите, захватываем столбик сзади наперед, столбик перед крючком, вытягиваем ниточку. И смотрите, какая особенность. Будем провязывать 1 петелька, 2, 2. Поняли? Рельефный лицевой столбик с накидом, но если мы будем провязывать по 2 петельки, немножко узор стянется. Понятно? Он будет как бы проситься вот так вот, тянуться. Вот. Никакой особенности больше. Все. Дальше повторение. Опять в рогаточку провязываем рогаточку. 2 столбика с общей верхушкой. 2 воздушные петельки. Опять провязываем 2 столбика с накидом с общей верхушкой. И вот теперь мы точно так же столбик провязываем рельефный лицевой столбик с накидом. Я вам просто покажу для сравнения. Смотрите, захватываем сзади наперед, вытягиваем ниточку. И если мы провяжем по 2 петельки, 2, 2, столбик у нас короче, видите, этот подлиннее немножечко, а этот короче. И в процессе вязания он будет наш стягивать наш процесс вязания. Поэтому мы его провязываем немножко подлиннее, потому что он уже спускается чуть на ряд, да, ниже. Накид. Захватили сзади наперед, вытягиваем ниточку и провязываем в начале 1 петелька, 2, 2, чтобы полотно лежало спокойно, свободно и не тянуло. И все. И вот так вот и провязываете до конца ряда, вообще ничего сложного. То есть сам по себе узорчик у нас будет состоять из одного ряда. 2 воздушные петельки и сюда же раз, 2, провязали вместе и рельефный лицевой столбик с накидом. Он у нас будет удлиненный. Все. Вот такая красота. Рельеф потихонечку начинает появляться. Уже красиво. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот мы провязали второй ряд нашего узорчика. Вот такая красота. Я надеюсь, у вас также, может быть, даже еще и лучше. И как мы заканчиваем наш ряд. Вот наша последняя рогаточка. Так. И вот здесь у нас были 3 петельки подъема в предыдущем ряду. Мы беремся за 3-ю петельку аккуратненько и провязываем просто столбик с накидом. Все, ряд закончен. Опять 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Опять над рогаткой делаем рогатку. Тут без вопросов, мы уже с вами умеем, мы уже с вами вяжем. 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Раз, 2 воздушные петельки. Раз, два. И опять сюда же 2 столбика с накидом. Раз, 2, провязываем не до конца. И общая верхушка. Раз. А вот теперь будьте внимательны. Вот у нас здесь рельефный столбик, да? Он у нас в данном случае будет выглядеть как рельефный изнаночный. Это видно вот по такой горизонтальной линии. Вот он у нас лицевой, его видно, он выпирает. Здесь он наоборот как бы перечеркивается. Чтобы сохранить рельефность, нам необходимо, смотрите, провязать в данном случае рельефный и изнаночный столбик. Это несложно. Итак, делаем накид. Захватываем столбик теперь наоборот, спереди назад. Столбик будет за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем точно так же. 1 петелька, 2, 2. Видите? Вот линия подчеркивает. Видите? Вот. Раз, два. Это значит изнаночный ряд. А там, где лицевой, вот видите, выпирает. Рельеф видно. Все. Это единственная особенность.
Все, дальше опять у нас рогаточка. Раз столбик, 2 столбик не до конца и общая верхушка. 2 воздушные петельки. Сюда же вернулись раз столбик, 2 столбик и 2 петельки, все 3 петельки, вернее, вместе. Оп, все. Вот, рогаточка над рогаточкой. И опять у нас столбик идет. Он у нас рельефный. В данном ряду он у нас изнаночный. Повторяем. Накид. Захватываем столбик спереди назад. Столбик за крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Поняли? То есть сам по себе узорчик одинаковый. Единственное, просто вы рельефные столбики чередуете. Лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Несложно, несложно. Перематывайте назад. Ставьте скорость, какая вам будет удобна. И вяжите с удовольствием. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите. Вот еще один ряд наш готов. В данном случае у нас рельефные изнаночные столбики. И как мы заканчиваем ряд? Вот последняя рогаточка, накид. Тут тоже у нас были 3 петельки подъема, помните, да? В третью петельку аккуратненько нырнули и провязали столбик с накидом. Все, наш ряд закончен. Дальше опять 3 петельки подъема. Опять над рогаточкой рогаточка. Тут вообще ничего сложного. 2 столбика с общей верхушкой. Есть. 2 воздушные петельки. Есть. И сюда же еще 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Есть. Смотрите, видите? Вот видно наши рельефные столбики. Они у нас здесь лицевые. В данном ряду мы их провязываем рельефными лицевыми. Накид. Захватили сзади наперед. Столбик перед крючком. Вытягиваем ниточку и провязываем. 1 петелька, 2, 2. Поняли, да? Все. И дальше все то же самое. То есть ваша задача просто-напросто рельефные столбики провязывать в одном ряду лицевыми, во втором ряду изнаночными. Ничего сложного. И все, и вот так вот провязывайте на высоту вашей там, полочки, рукава, спинки и так далее. Понятно? Несложно? Я думаю, что несложно. Давайте я сразу же покажу вам, замерю, сколько у меня получается. Вот от столбика до следующего столбика, да, этот столбик мы не считаем. Здесь 4 петельки. И вот получается моя плотность вязания моей рукой, моим крючком, моей пряжей. Вот видите, четко 2,5 сантиметра. Я уже, скажем, провязала одну полочку. Я планирую ее вязать в длину, высоту, вернее, 40 сантиметров. Вот моя полочка, видите, как она выглядит. Все, красота, красота. Видно, где лицевая часть, да, видно, где изнаночная сторона. Все ровненько, аккуратненько провязывайте. Точно так же получается. Ну, вы поняли, да, у меня кофточка будет двухцветная. То есть полочка одного цвета, другая другого цвета. Рукав точно так же. Одного другого. Спинка у меня, ну, планирую сделать все-таки одним цветом, голубым. Все. Какие особенности провязывания рукава, я вам сейчас покажу. Давайте. Итак, следующий этап – это рукав. Итак, рукав. Вы можете вязать рукав, как вы хотите. Я покажу, как вязала я. У меня это прямоугольник, то есть, опять же, прямоугольное полотно. И я буду начинать вязание не сверху вниз, а снизу наверх. Начинать я буду с резиночки. Покажу все. То есть, вначале резиночка, потом расширение полотна до нужного размера, да, и высота до нужного размера. Итак, один общий главный расчет. Сколько у нас необходимо, чтобы в ширину было полотно. Мы измеряем окружность руки в самой ее, так скажем, толстой части, там где бицепс. Окружность руки. И в зависимости от того, как мы хотим, чтобы прилегал рукав, да, к руке, либо чтобы был пошире, то есть оверсайз, да, это плюс 10-15 сантиметров. 10-15 сантиметров. Хотите шире, добавляйте 15. Хотите чуть-чуть поменьше, 10. В моем случае обхват получается, да, руки в широкой части, там где бицепс, 24 сантиметра. Я добавлю 10 сантиметров. Итого 35 сантиметров. Вот в данном случае вот ширина будет моего полотна. Я здесь буду набирать резиночку, вам покажу. И вот я должна буду прибавить количество петелек, так, для того, чтобы у меня в итоге получилось 35 сантиметров. Как я это должна рассчитать? Вот, у меня есть 35 сантиметров. Я разделю на 2,5 сантиметра. Это у меня раппорт узорчика. И в итоге у меня получается 14
раппортов. Понятно? То есть сколько набираю петелек? 14. Получается, моих раппортов я умножаю на 4 петельки в одном раппорте. Вы же помните, да? Раппорт нашего узорчика 4 плюс 1. Итак, 14 умножить на 4 получается 56 петелек. И еще плюс 1. Вот она, 1. Итого я буду набирать 57 воздушных петелек. Но в данном случае у меня получается будет резиночка. Потом я увеличу резиночку до 57 воздушных петелек. Сама по себе резиночка, она будет вязаться столбиками без накида. Я вам сейчас покажу. За заднюю петельку. И я уже знаю, сколько будет непосредственно данных вот у меня полосочек, данных рядочков. У меня получается их будет 28. Так, ну, для запястья, поняли? То есть я измерила запястье, я уже знаю, что я здесь буду набирать 28, провязывать рядочков. Вот. А потом я, получается, буду увеличивать на 2 раза количество петелек. Вы увидите. И у меня в итоге получится 57. Понятно? Все. Самое главное. Обхват руки в самой широкой части плюс 10-15 сантиметров. Итого, сколько у вас будет здесь ширина вашего полотна. Сколько будет высота, вы определяете сами. Точно так же, как полочки, точно так же, как спинку. То есть вы можете провязывать, как я вам все покажу, все замерю, либо можете делать свои размеры. А так все стандартно, все понятно, надеюсь. Приступаем к рукавчику. Итак, начинаем провязывать рукав, начинаем его вязать снизу с резинки. Резинка у меня будет, смотрите, какая. Делаем петельку фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. Теперь я набираю 10 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такая вот будет ширина моей резиночки. Дальше 1 воздушная петелька. Теперь получается, мы с вами отсчитываем 1 петельку от крючка, и вот во вторую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Это столбик без накида. 1 получается столбик. Следующую петельку нырнули, провязали такой же столбик без накида, считаем 2. Далее считаем 3. Далее 4. Далее 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Вот. Дальше воздушная петелька, поворот. И теперь будьте внимательны. Вот посмотрим с вами сверху, да, на нашу петельку. Вот такая вот капелька. Задняя стенка, передняя. Задняя, передняя. Будем работать теперь все время за заднюю. Вот, беремся за заднюю петельку, вытягиваем ниточку и провязываем 2 петельки вместе. Есть столбик без накида. 1. За заднюю петельку. Точно так же. 2. За заднюю петельку. 3. За заднюю петельку. 4. Точно так же 5, 6, 7, 8, 9 и последняя 10. Вот, уже 2 дорожки провязали. Дальше воздушная петелька, поворот, и все то же самое. Задняя петелька, передняя петелька, да? Задняя стенка, передняя. За заднюю стеночку 1, за заднюю 2, за заднюю 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Поняли, да? Вот. И у нас потихонечку начинает формироваться вот такая вот гармошечка. Ну, похоже, как на резиночку. И она, естественно, будет так вот растягиваться. И все. И вот так вот вы вяжете на нужную, получается, длину вашего манжетика. Ну, я говорю, повторюсь еще раз, я буду провязывать 28 вот таких рядочков. Воздушная петелька,
И опять считаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Поняли, да? Все. Ваша задача столбики без накида за заднюю стенку. Сами справитесь? Я думаю, что справитесь. Это несложно, у вас получится. Все, давайте встречаемся, когда провяжем полностью необходимое количество рядочков. Итак, смотрите, я провязала 28 рядочков. Вот такая вот дорожка, да, 2 ряда. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. И теперь мне необходимо, вот по верхнему краю я буду увеличивать количество петелек и присоединять параллельно новую ниточку. Вы можете присоединять новый цвет, можете не присоединять, это на ваше усмотрение. Смотрите, кто будет также менять цвет. Вначале мы делаем петельку фиксации на новой ниточке. И ее уже протягиваем через розовую вот петельку. Вот таким вот образом. Раз, присоединились. Розовую подтянули. И теперь, смотрите, делаем одну воздушную петельку, накид. Возвращаемся сюда же в верхушку этого же столбика. Вытянули ниточку и провязываем все 3 петельки вместе. Полустолбик с накидом. Есть. Накид. Теперь смотрите. Вот у нас видно у нашей дорожки. Вот петелька, вот петелька. Вот петелька, вот петелька. То есть у каждого ряда. Поняли? Накид. Ныряем в следующую по порядку петельку и провязываем 2 полустолбика с накидом. Раз. И сюда же 2. Вот. Следующий по порядку ряд, видите? В него точно так же. В этот ряд. Раз. И 2. 2 полустолбика с накидом. Дальше, вот видите, следующий у нас получается идет наш ряд. В него точно так же. Раз полустолбик с накидом, 2. Следующий опять, вот наш идет, наши столбики, наш рядочек. И в него точно так же. Раз, 2. Вот таким вот образом, провязывая в каждый ряд по 2 столбика, полустолбика, да, с накидом, вы увеличиваете количество петелек ровно в 2 раза. Если вам необходимо будет больше, то вы увеличиваете, делаете по 3 полустолбика. Если вам необходимо, так скажем, не как мне увеличить в 2 раза, да, там либо больше, либо меньше, то вы просто эмпирически подбираете. Там где-то 3 петельки, где-то 2. Либо где-то 2, где-то 1. Поняли, да? То есть вы просто для себя подбираете, сколько по итогу у вас должно получиться петель. Все. Здесь ничего сложного. Тут ваш творческий процесс, то есть как вы видите, так вы и провязываете. А у меня получается ровно в 2 раза количество петель. Все. Так, смотрите, что у меня по итогу получилось. Видите, полотно вот на голубенькой ниточкой, оно увеличилось в 2 раза. Здесь у меня по итогу 56 полустолбиков и вот последние 57. Теперь я приступаю к провязыванию непосредственно узорчика. Для начала 3 петельки подъема. То есть мы уже с вами провязывали, вы знаете. Один столбик пропускаем, в следующий столбик провязываем рогаточку. Это 2 столбика с накидом, провязаны не до конца, потом общая верхушка. Раз, 2 воздушные петельки, вернулись сюда же и провязываем опять 2 столбика с накидом не до конца, общая верхушка, столбик пропустили и в следующий столбик с накидом. Понятно? Все, и опять столбик пропустили и все то же самое. То есть вы начинаете провязывать полностью наш узор, не забывая, что в одном ряду у нас рельефные лицевые столбики, в другом ряду у нас рельефные изнаночные столбики. Угу. Все. Когда развернете вязание, здесь у вас будут рельефные лицевые столбики. Понятно? Все, ничего сложного. И так вы провязываете на нужную высоту вашего рукава. То есть какой он у вас будет? Ну, не слишком, скажем, большой, не слишком объемный фонарик, да, возможно, немножко укороченный. То есть, ну, на ваше усмотрение, в зависимости от того, какая у вас рука, ну, либо кто вам, скажем, закажет данную кофточку. Все, ничего сложного. Вяжем рукав точно так же, как провязывали полочку, точно так же, как же провязывали и спинку. Никаких прибавок, никаких убавок. Прямоугольное полотно.
Все, давайте, у вас получится. Итак, смотрите, следующий этап, после того, как вы провязали полочки, провязали рукава, провязали спинку, нам необходимо будет соединять все наши детали, да, то есть полочку со спинкой и рукава к полочке и к спинке. Для этого нам необходимо подготовить края соединения, там, где мы будем соединять, мы будем подготавливать на лицевой стороне, только на лицевой стороне. Каким образом? Вот вы, например, вязали, провязали, я провязала, например, в высоту 40 сантиметров, у меня полочка и спинка, рукава 42 сантиметра. У вас может быть больше, может быть меньше, на ваше усмотрение. Итак, что мы делаем? Петелька подъема, да, вот наше вязание закончилось, так, вот, закончилось, петелька подъема, поворот, и теперь мы на лицевой, обязательно на лицевой стороне с вами будем провязывать, смотрите как. Нырнули в этот же столбик, вытянули ниточку и эту же ниточку протянули через петельку на крючке, соединительная петелька, раз. Дальше, там, где у нас верхушка наших двух столбиков, нырнули, вытянули и тут же провязали через петельку на крючке, 2. Там, где была арочка из двух воздушных петелек, мы делаем одну соединительную петельку, 3, так, и получается опять верхушка двух наших столбиков, 4. Мы сделали 4 соединительные петельки, ну как наш раппорт узорчика. То есть мы с вами должны выровнять количество петелек так же, как мы с вами набирали. Все, и опять точно так же. Соединительная петелька 1, в столбик 2, в арочку 3, в столбик 4. Все. И получается наш краешек становится, ну, не так тянется, потому что сам по себе узорчик, видите, он вот, видите, ходит, тянется. А мы, получается, его стабилизируем. Вот, и он у нас уже не тянется. Все, и ваша задача пройтись по краю полочки, по краю спинки, по краю рукава. Вот таким вот образом застабилизировать, получается, все наши поверхности, чтобы потом можно было удобно их соединять между собой. Итак, давайте. Точно так же соединительными петельками пройдите по всем своим изделиям, там, где будете соединять. Потом дальше покажу, как будем соединять. Совсем не сложно. У вас получится. Давайте. Итак, переходим к следующему этапу. Это получается этап сшивания наших деталек. Получается полочка, спинка, так, плечевой шов. Каким образом мы располагаем эти детали? Они смотрят друг на друга лицом. Видите? Вот наша лицевая сторона и вот наша лицевая сторона. Мы положили их друг на дружку. Понятно? Это получается изнанка, это получается изнанка. Идем дальше. У каждого, получается, каждой детальки мы с вами провязали, стабилизировали, так скажем, да, есть стабилизационный, правильно назвать его ряд, столбики соединительные провязали, петельки соединительные, и у каждой, получается, вот этой петельки, смотрите, если внимательно посмотреть, и вот она, петелька, есть, на нас смотрит наружная, получается, стенка, это внутренняя, она смотрит внутрь вязания. Точно так же с другой стороны. Вот она, наша петелька, вот наша косичка, которая посмотрит вовнутрь, вот сюда вовнутрь вязания. Она вот это вот внутренняя, а вот это вот получается наружнее. Понятно? И наша с вами задача вот именно за внутренние стенки наших косичек мы будем соединять детальки. Ну, давайте вместе попробуем. Итак, вот я присоединила ниточку. Так. И теперь аккуратно, не торопясь, мы находим у нашей косички, получается, вот внутреннюю стенку, нашли. Противоположной стороны точно так же, вот косичка наша, мы находим внутреннюю стенку, нашли. Теперь захватываем рабочую ниточку и протягиваем через наши петельки. Есть. Идем дальше. Следующий точно так же, не торопясь, внимательно. Внутренняя стенка, так, внутренняя получается часть нашей капельки. И здесь точно так же, внутренняя. Захватили и вот теперь протянули через все петельки и петельку на крючке. Идем дальше. Следующая опять внутренняя стенка, следующая внутренняя стенка. Захватили, провязали. И вот так вот потихонечку вы шагаете по внутренним стенкам той и другой косички, той и другой капельки. И аккуратненько сшиваете, связываете свои детальки. Это, конечно, ну, не быстро. Вы можете это сделать
Не обязательно крючком. Вы это можете сделать иголкой, так, если вам так больше нравится. Но сам факт, вот именно за внутренние стеночки косички получится очень-очень аккуратно. То есть, если мы с вами так вот перевернем наше вязание, вот здесь вот видите, вот получается аккуратный ровный шовчик. Угу. И все. И вот так вот шагаете. Плечевой шов, здесь я буду провязывать 10-12 сантиметров. Приблизительно раз, два, три, четыре, 5 вертикальных вот таких вот полосочек. Так, то есть 5 раппортов. И это будет мне плечевой шов. Дальше будет горловинка. Ну, то есть посмотрю, так скажем, в процессе. Будет на шире, будет длина уже. Вот. То же самое и с другой стороны. С другой, получается, с другой полочки. Точно так же я провязываю и стабилизирую, получается, рядочки на рукавчиках, провязываю рукава, соединяю рукава, провязываю также боковые швы. То есть ничего сложного. Ваша задача все точно так же соединить все элементы, чтобы потом уже приступать к обвязке. Не сложно? Не сложно. Давайте, у вас получится. Итак, следующий этап. Смотрите, вот получается, я соединила полочки со спинкой. Все ровненько, аккуратненько, шовчик. Смотрите, все ровненько, аккуратненько, шовчик. Вот такая вот интересная задумка. Получается рукавчик вот такого цвета с этой стороны он вот такого цвета. Все аккуратненько, вот они наши шовчики, видите, все ровненько. Ну и единственная какая особенность получается, когда я соединяла плечевые швы, вот эти вот, я вам говорила, что я буду соединять 5 полосочек, да? Ну, я решила соединить 6 полосочек, то есть вот такое вот у меня плечико. Теперь наша с вами задача, следующий этап, это обвязка вот низа нашего такого кардиганчика, жакетика. Получается, начинаем с одной полочки, переходим на спинку и продолжаем на другой полочке. Единственное, что получается, здесь я начну голубой ниточкой, ну, такая задумка. Здесь, получается, я переключусь на розовую, поняли, да? Дальше вся спинка будет розовая, и потом, получается, следующая полочка розовая. То есть будем соблюдать вот такой принцип. То есть тело, как бы, да, будет одного цвета, резиночка другого. Тело одного цвета, резиночка другого. Поняли? Давайте. Итак, смотрите, вот моя полочка, я перевернула ее вверх ногами, поняли, да? И беру другой цвет. Ну, у меня такая задумка, вы можете провязывать своими цветами, как хотите. Итак, смотрите, вот беремся за угол, получается, нашей полочки, самую первую воздушную такую петельку, помните, провязывали? Итак, берем рабочую ниточку, в начале петелька фиксации, сделали, и вот именно как раз эту петельку мы протягиваем через петельку на нашей полочке. Есть. Теперь делаем 10 воздушных петелек. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вы, получается, здесь будет у нас резиночка, да, вы можете делать ее больше, длиннее, вы можете делать короче, на ваше усмотрение. Здесь вас никто не ограничивает. Итак, кто повторяет за мной? 10 воздушных петелек. Дальше. Одна петелька подъема. Отсчитываем от крючка вторую петельку. Раз, два. Во вторую петельку аккуратненько нырнули. Вытянули ниточку, провязали столбик без накида. Теперь возвращаемся обратно по нашей цепочке и провязываем столбики без накида. Второй столбик. Дальше у нас идет третий столбик. Дальше четвертый столбик. Дальше по порядочку пятый. Столбики у нас будут все без накида здесь. Шестой. Седьмой. Восьмой. Девятый и 10. То есть ровно столько, сколько мы с вами набирали петелек в цепочку. Дальше смотрите, что мы делаем. Вот у нас идут дальше столбики. Так. Мы присоединяемся вот к нашему следующему столбику. Вытягиваем ниточку и тут же ее протягиваем через петельку на крючке. Соединительная такая петелька, соединительный столбик. Следующий, точно так же столбик. Беремся за петельку, вытягиваем рабочую ниточку и тут же ее протягиваем через петельку на крючке. Есть. Дальше поворот. Теперь наша с вами задача вернуться, получается, опять же вот по этим столбикам. Но какая особенность? Мы будем с вами брать, вот видите, вот так вот, если посмотрим, у нас получается сверху столбик, это капелька вот такая вот. Ее задняя стенка, ее передняя стенка. Задняя, передняя, задняя, передняя. Тут ничего сложного.
ваша задача получается провязывать столбики без накида за заднюю стеночку. Видите? Четко видно. Вот она, задняя стеночка. Итак, беремся, вытягиваем ниточку и провязываем столбик без накида. Опять считаем. Раз. Столбик без накида. 2. Столбик без накида. 3. Столбик без накида. 4. 5. 6. 7. 8. 9 и 10. Провязали. Воздушная петелька, опять поворот и опять возвращаемся назад. Точно так же за заднюю стенку. Вот наша капелька, вот ее задняя получается стеночка, и провязываем столбики без накида. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Опять, смотрите, переключаемся как бы на тело, да, получается, наши полочки. Вот следующий, вот мы вот здесь провязывали, следующая петелька захватили и сделали соединительную петельку. Раз, и следующий также столбик захватили, 2. Видите? Опять разворот и точно так же, вот наши столбики, беремся за заднюю петельку и провязываем столбики без накида. И так вот вы шагаете, на протяжении полностью всей полочки, всей спинки, второй полочки. Ничего сложного. Вот так вот сидите и медитативно шагаете столбиками без накида. Понятно? Когда вы провяжете, ну, большую часть, да, вы увидите, что у вас получается резиночка, то есть эффект такой резиночки, за счет того, что вы провязываете за заднюю петельку. Так, воздушная петелька, пока ставлю. Видите? То есть потихонечку появляется такая резиночка, такая гармошечка, и она вот так вот еще тянется. Поняли? Вот. Но краешек ваш зажульканный не будет. Все будет очень ровненько, очень аккуратненько. Резиночка будет на своем месте. Давайте самостоятельно вы справитесь. Провязывайте полностью. Полочка, спинка, полочка. И на следующей полочке я вас встречу. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Итак, смотрите. Вот получается я начала вместе с вами провязывать голубенькую такую, да, резиночку. Потом там, где у меня граница перехода, я перешла на розовую. Всю спинку, получается, я провязала розовой ниточкой резиночку. И, опять же, следующую полочку я провязала также в контраст, да, наоборот, цвет, получается. Здесь продолжала розовой ниточкой. И без вас я уже начала, вот, смотрите, обвязочку, получается, вот такую планочку. И уже разметила, где у меня будут приблизительно пуговки. И на этом этапе я хотела, конечно, остановиться и вам подробнее рассказать. Итак, смотрим. Итак, смотрите, вот моя полочка, вот моя планочка. Что я хотела сделать? Если вы точно так же, как я, вяжете разными цветами, да, двумя, может быть, тремя там и так далее, какая особенность? В первую очередь, прежде чем сделать эту резиночку, да, планочку, вам необходимо обвязать полностью край вашей полочки. Каким образом обвязать? Только на лицевой стороне, так будет красивее. И вы обвязываете столбиками без накида, ну, чтобы просто-напросто полочка не тянулась. Так она хотя бы держится. Понятно? То есть без обвязки она, естественно, растягивается. Итак, обвязали. Здесь несложно, я вам покажу, как обвязывать. Еще какая главная особенность. Резиночку вы обвязываете тоже только по лицевой стороне. Потому что с изнаночной стороны, как бы здесь получается немножечко вот такие вот петельки, как бы, мне кажется, некрасиво. А с лицевой стороны, смотрите, получается все ровненько, все аккуратно. Вот. Если вы вяжете одним цветом, то, мне кажется, без разницы. Ничего не заметно, ничего не видно. Но если вы на контрасте цвета играете, то делайте все по лицевой стороне. Угу. Идем дальше. Итак, пока я на этой полочке, пока я с этой планочкой, я вам расскажу, как я рассчитывала, сколько у меня здесь будет пуговок и на каком расстоянии друг от друга.
Чисто теоретически предполагается, что данный жакетик, данный кардиганчик будет носиться на распах. То есть он не будет застегиваться, то есть это будет чисто декоративные, так скажем, пуговки. Пуговки приблизительно, в моем случае, размеров, наверное, ну, сантиметра 3, да? Так, скажем, я на это рассчитываю. Получается, по правилам, мы от низа, да, и от горловины должны отступать, ну, 2-3 сантиметра. Кому как будет удобнее. Вы, получается, отступаете здесь 2-3 сантиметра. Сейчас покажу, сколько у меня. Так, смотрите, у меня здесь получается, ну, вот, как бы 2,5 сантиметра. Так, потом от горловинки точно так же. Вы отступаете 2-3 сантиметра. В моем случае, смотрите, здесь, ну, 2 с хвостиком, да, вот, сантиметра. И вот это расстояние между первой и последней пуговицей замеряете сантиметровой лентой. Так. Ну, естественно, вы уже изначально знаете, предполагаете, вот у меня получается 41 сантиметр. Вы приблизительно предполагаете, сколько пуговиц вы рассчитываете. Я рассчитываю, как правильно говорят, надо делать нечетное количество пуговиц. Да? То есть у меня будет 1, 2, 3, 4, 5. То есть между первой и последней еще 3 пуговки. Да? То есть получается 4 участка. 1, 2, 3, 4. И если у меня между первой и последней пуговицей 41 сантиметр расстояние, то есть это приблизительно будет по 10 сантиметров. Да? Вот. И я, получается, беру вот так вот, замеряю приблизительно 10 сантиметров. Я рассчитываю вот именно вот на дорожке, вот на выступающую часть. Так? Я замеряю, сколько у меня приблизительно будет, и отсчитываю по этим дорожкам, по верхушечкам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 9. Все, мне это удобно. Я буду идти вот непосредственно по этим выступающим частям дорожки. Следующий. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 9. Точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 на 9. Поняли? То есть не по сантиметрам, а именно по этим дорожкам. Потому что когда я буду провязывать следующую полочку, да, вот эту планочку, я точно так же буду по рядочкам идти. И вот на этих рядочках я буду делать именно петельки для своих пуговиц. Поняли? И еще какое главное правило. Центральная пуговица, да, вот, например, вот эта пуговица, да, либо у вас, может быть, здесь будет пуговица, она должна располагаться, если вы будете застегивать, четко на груди. То есть я говорю, я не буду застегивать, как бы, да, то есть планируется, что будет просто на распашку, а они будут носить пуговички декоративный характер. Если вы планируете застегивать, то начинайте от центральной пуговицы, которая будет на груди, и от нее уже отсчитывайте, и от нее уже подбирайте размер ваших пуговиц. Ну, вот такие как бы всеобщие правила, нюансы. Идем дальше. Получается, пуговички, да, у нас на левой планке, а непосредственно петельки для пуговиц на правой. Вот это у меня правая планочка, вот она. И, как я и говорила, обвязываем мы цвет в цвет. Поняли, как я и говорила? То есть в том случае у меня была обвязка розовой ниточкой, здесь получается голубой. Ну, показать, что ничего сложного. Вот получается, у нас есть арочка из воздушных петелек, либо из столбика, да, с накидом. И место соединения столбика. Вот, место соединения провязали столбик без накида, в арочку столбик без накида. В место соединения столбик без накида, в арочку столбик без накида. В место соединения столбик без накида и в арочку дальше столбик без накида. То есть ничего замудренного. Единственное, что говорю, цвет в цвет именно на лицевой стороне. На изнаночной смотрится немножко не так, ну, как по мне, да? Вот, вот таким вот образом. Если вы все провязываете одним цветом, то как бы уже и не важно. Ничего не заметно. А когда несколькими цветами, то как бы такого правила придерживайтесь. И смотрите, там, где у нас не обвязано, да, ну, как бы не сильно тянется, но тянется. А там, где у нас обвязка, тянется вообще меньше, ну, практически не тянется. Поняли? Вот, из-за этого, вот, тянется и не тянется. Мы и делаем обвязочку, понятно? Сейчас сделаю обвязочку до конца и потом покажу, как, опять же, здесь присоединяться резиночкой. Вообще ничего сложного. Давайте. Итак, смотрите, вот я, получается, провязала, обвязала полностью свою полочку столбиками без накида, тем же цветом, что и полочка. А здесь переключилась я на противоположный цвет, в моем случае розовый, да, и провязываю точно так же. Присоединилась 10 воздушных петелек, обратно возвращаясь столбиками без накида. Далее за заднюю стенку провязываю опять по 10 столбиков без накида. И вот смотрите, как ориентир у меня вот зубчик, 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 да, выступающая часть моих столбиков.
Раз, два, три. На третий у меня пуговка будет, значит, здесь точно так же. Вот у меня зубчик, зубчик, и сейчас будет зубчик, да. И я, получается, именно на этом третьем зубчике выступающей части буду делать сначала мои петельки. Итак, вот я провязала 10 столбиков, присоединилась двумя соединительными петельками. Все точно так же, как мы с вами провязывали здесь. Поворот. И теперь, смотрите, точно так же за заднюю стенку я начинаю провязывать свои столбики. Раз, два, три. Теперь я делаю 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Все зависит от того, какая у вас будет пуговка. Больше, меньше, от того будет количество воздушных петелек. 3 воздушные петельки у меня. Естественно, здесь пропускаю 3 столбика. Раз, два, три. В четвертый я начинаю провязывать столбики без накида. Раз, два, три, 4. В сумме получается те же самые мои 10 столбиков. 3 столбика здесь, 3 воздушные петельки здесь и 4 столбика здесь. Поняли, да? 10. Идем дальше. Воздушная петелька, поворот. Точно так же заднюю петельку беремся и провязываем. Столбик без накида 1, столбик без накида 2, столбик без накида 3, столбик без накида за заднюю петельку 4. Здесь в арочку, да, вы можете провязать 3 столбика без накида, но я советую провязать в петельку. Так будет более аккуратно. Ныряем вот так вот в петельку и провязываем. Столбик без накида 1, следующую петельку. Столбик без накида 2, следующую петельку. Столбик без накида 3. То есть краешек более аккуратно выглядит. Пробуйте. И оставшиеся 3 наших столбика. Столбик без накида за заднюю петельку 1, 2 и 3. Все. И опять же присоединяемся к основному полотну соединительной петелькой 1, соединительной петелькой 2. Поворот. И все то же самое. Опять начиная с самого первого столбика, за заднюю петельку вы провязываете полностью весь ряд. Уже никаких петелек у вас здесь не будет. И получается, вы так вот будете провязывать вот эту нашу резиночку до следующей петельки. Какое вы расстояние там себе рассчитали. Так, сейчас покажу. 9 и 10. Смотрите. Вот, видите? То есть вот моя пуговка, грубо говоря. Вот здесь будет пуговка. Все, и идем дальше. Отсчитывайте, какое количество у вас здесь получается рядочков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Поняли, да? Но в каждом получается по 2 рядочка. В каждом там зубчике. То есть получается 16, да? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. На 17 я буду делать опять такую же петельку. Поняли? Все. И у меня все будет четко совпадать по всем моим зубчикам. Давайте дальше самостоятельно. Я думаю, у вас получится. Давайте встречаемся уже, когда провяжем полностью всю нашу планочку с петельками. У вас получится. Давайте. Итак, смотрите. Вот петельки для пуговок готовы. Все ровненько, аккуратненько. Подобрала вот такие вот пуговки. Решила, что в случае, если вдруг застегнут, то вот на контрасте будут такие вот пуговки. Так? А если же не застегнут, то получается они будут выглядеть вот таким вот образом. Видите, аккуратненько, незаметненько, не сильно ляписто. Пока вязала, да, вот эти петельки, решила, что будем делать капюшон. Будем? Давайте попробуем. Итак, прежде чем приступить к вязанию капюшона, мы должны сделать точно такие же расчеты, как мы делали для полочек, для спинки, для рукавов и так далее. Итак, получается, мы с вами будем присоединять к нашей горловине. Горловину мы уже провязали, так? Мы будем присоединять непосредственно здесь в начале столбики. Давайте сделаем столбики без накида, возможно полустолбики с накидом. И параллельно, когда мы будем провязывать по краешку столбики, мы будем делать прибавки. Потому что если мы оставим такое же количество петелек, это будет не капюшон, а непонятно что. Итак, капюшон. Капюшон. Для начала мы будем провязывать столбиками без накида, либо полустолбиками с накидом.
какое количество петель. То есть вы начинаете вот непосредственно от своего раппорта узорчика и провязываете столбики. Считаем, сколько мы будем провязывать столбиков. Итак, вот у нас, назовем ее полочка, да, вторая полочка и спинка. У меня, в моем случае, при моей плотности вязания, у меня здесь получается 3 раппорта. Раз, два, три. Так. С другой стороны, точно так же у меня здесь 3 раппорта. Пока просто запоминаем весь этот момент. Здесь у меня получается их 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7, 3, 3. Итого получается у меня 13 раппортов. 13 раппортов я помножу на 2,5 сантиметра, потому что я знаю, моя плотность вязания, один раппорт у меня 2,5 сантиметра. Здесь в данном случае вы должны подставлять свои цифры. Поняли? Свои цифры, свои цифры. Итак, если умножить 13 на 2,5, здесь получается 32,5 сантиметра. То есть будущий капюшон, получается, по ширине, да, будет 32,5 сантиметра. Это очень мало, потому что ширина взрослого капюшона будет 45-52 сантиметра. Понятно? Даже если я возьму нижнюю, так скажем, цифру 45, то есть 45 минус 32,5, мне необходимо будет прибавить еще 12,5 сантиметров. Это в сантиметрах. У меня получается, я должна узнать, сколько же это будет раппортов, да? Мы же сохраняем узор рисунка. Получается 12,5 сантиметров. Я разделю на 2,5 сантиметра, то есть сколько сантиметров в одном раппорте. Следите за мыслью. У меня здесь получается 5 раппортов. 5 раппортов я должна прибавить, да, получается, когда я буду делать вот здесь вот обвязочку своими петельками. Сколько же это получается петелек? То есть 5 раппортов, 12,5 сантиметров, да, и получается 5 раппортов. 5 раппортов мы умножаем на 4 петельки, в одном раппорте 4 петельки, то есть я должна прибавить 20 петелек. Понятно? Понятно. Итак, как я буду делать прибавки? Я непосредственно сделаю 4 петельки, как в раппорте, вот здесь, в плечевом шве. И вот здесь. Я просто провяжу подряд 4 петельки и все. Это будет сбоку, это будет незаметно. Так? Получается 4 петельки здесь, 4 петельки здесь. Это уже 8 петелек. Минус 8. Остается 12 петелек. Так? И 12 петелек я должна буду провязать непосредственно, распределить по спинке. То есть как это я буду делать? Ну, я вам, естественно, покажу. То есть я в каждом раппорте, да, в каждом раппорте буду делать прибавки вот именно в тех столбиках, в которые мы вот по 2 столбика провязываем вместе. Я вот здесь точно так же буду делать прибавочки, но я вам все покажу. Так? Вот. И получается, по итогу у нас здесь будет 12 петелек прибавки. Здесь получается по 4, вот те самые 20 петелек. Все. И мы выходим на ширину 45 сантиметров. Потом в дальнейшем, то есть в разложенном, если виде, да, то есть получается у нас выйдет прямоугольник. Мы будем вязать потом по узорчику прямоугольник. Понятно? Вот наши прибавки мы сделали и так далее, и так далее, и так далее. А потом, как вот вы вязали свои раппорты, так вы и вяжете. Это будет незаметно и все будет красиво. Сколько вы будете вязать непосредственно высоту капюшончик, да? То есть, в принципе, высоту можно вязать от 28 до 32 сантиметров. Так? Это не весь капюшон, это мы вяжем, грубо говоря, как бы до верхней части макушки. Так? Потом мы будем с вами, я покажу, мы будем среднюю часть удлинять, так? И параллельно ее связывать с боковыми частями, и получится очень красивый закругленный капюшончик. То есть не как капюшон-гномик, поняли? То есть вы провязываете 28-32 сантиметра. От чего это зависит? Хвостик ли будет на голове, прическа ли будет на голове. То есть будет ли облегать, да, голову, либо будет более оверсайз, то есть пошире. То есть на ваше усмотрение 28, 30, 32 вот до этой высоты провязывайте. А дальше я вас встречу, буду показывать, что будем дальше делать. Угу. Надеюсь, все понятно. Приступаем к вязанию. Итак, приступаем к вязанию. Вот получается моя правая полочка. Так, вот они, петельки. Я присоединяюсь ниточкой, ну, в моем случае, да, опять у меня цвет будет наоборот. У меня здесь получается синяя спинка, получается голубая. Значит, у меня капюшон будет розовый. Вот так вот. Вот так весело, интересно. Итак, присоединяемся. Вот
мой раппорт. Так, вот мой первый столбик, берусь за верхушечку. Вначале также делаю петельку фиксации. И уже эту петельку протягиваю вот через голубой столбик. Вот петелька, столбик есть. Для начала воздушная петелька. Вернулись сюда же, в этот же столбик, и провязываю. Ну, я буду провязывать столбики без накида. Мне кажется, так будет поаккуратнее. Раз. То есть на этапе нашей полочки прибавок здесь у нас никаких не будет. Поняли? То есть до плечевого шва мы ничего не прибавляем. Мы просто провязываем. Вот у меня 3 раппорта, да, по 4 петельки. Я и провязываю 3 раппорта по 4 петельки. Итак, у нас здесь, помните, была косичка. Мы выравнивали краешек, чтобы у нас не тянулся. Итак, вот в эту косичку аккуратненько ныряем. Провязываем столбик без накида. Там, где арочка, в косичку нырнули, тоже столбик без накида. И там, где опять верхушка 2 столбиков, нырнули, столбик без накида. Вот первые 4 петельки. Первый раппорт. Дальше пошел второй раппорт. Вначале столбик рельефный, да, потом 2 столбика с общей верхушкой, арочка, красиво в косичку ныряем, чтобы все было аккуратно. Да, делаем на лицевой стороне, вы же поняли, да? Дальше следующий 2 столбика с общей верхушкой, есть 2 раппорта мы сделали. Теперь третий столбик рельефный, затем общая верхушка 2 столбиков, затем арочка, так, и затем опять столбик, общая верхушка 2 столбиков. Есть. И вот сейчас мы с вами будем провязывать вот наш плечевой шов, так, правое плечо, вот. И потом у нас с вами, смотрите, вот начинается опять следующий раппорт, вот с рельефного столбика, так. То есть получается здесь у нас с вами буквально 2 петельки, да, раз, два. И получается нам необходимо сделать здесь 4 петельки, прибавки такие. И мы сделаем в одну петельку, раз, два. И во вторую петельку. Смотрим внимательно, аккуратненько, чтобы все было. И во вторую петельку. Раз, два. Все, вот те самые 4 петли, которые мы планировали с вами на плечевом шве. Точно такие же 4 петельки будут на противоположном плечевом шве. А вот здесь у меня получается 7 раппортов, 7 моих полосочек дорожек. И в итоге это получается 4, 7, 28 петелек. Правильно? А мне, получается, необходимо будет прибавить еще 12 петелек. То есть я, так скажем, схематично посидела, порисовала, ну, что я придумала. В общем, у меня получается, вот он, первый рельефный столбик. Я провязываю без прибавки здесь. Вы точно так же сядете, порисуете, посмотрите. Просто, чтобы было равномерно. Не так, что в одном месте пусто, в другом густо, да? Итак, дальше, следующее. Вот наш общий столбик провязываем. Одну, получается, петельку. Один столбик. Дальше, следующий у нас арочка. Один столбик. А вот теперь начинаем вот со следующего, получается, столбика, да, общая верхушка. Мы провязываем здесь 2 столбика. Раз, два. Дальше рельефный столбик, 1 столбик. Тут без изменений. Дальше, получается, следующий. Опять будет 2 столбика. Раз, два. Арочка, 1 столбик. Так, в косичку. Косичку красиво. Так, косичку. Дальше, следующий опять верхушка 2 столбиков. 2 столбика. Раз, два. Рельефный столбик, 1 столбик. Так. Дальше получается опять верхушка 2 столбика. Раз, два. Арочка, 1 столбик. Следующая верхушка 2 столбиков, опять 2 столбика. Раз, два. Поняли, да, принцип в чем? То есть вы незаметно, аккуратно прибавляете столбики. Они маленькие, они незаметны, они не мешают. Но при этом, получается, вы четко прослеживаете количество петелек. Прибавить 12, значит прибавим 12. Если у вас будет прибавить 15, 17, 20. Ну вы поняли, да? То есть вы также для себя придумываете, с какой последовательностью, с какой частотой вы будете провязывать эти столбики. И все. Так вот 2 столбика. Здесь в арочку у меня будет 1 столбик. Дальше опять 2 столбика.
Все, дальше мне будет опять один столбик. Ну, поняли принцип, да? Все, и вот так вот получается. Идем по всей горловине, по лицевой стороне красивыми столбиками. Провязываем вот. Дошли до плечевого шва. На плечевом шве здесь я тоже буду прибавлять вот 2 мои такие петельки. Я тоже здесь буду делать 4 столбика без накида. Понятно? А вот здесь уже на полочке я здесь провяжу просто обычно. То здесь прибавок никаких не будет. Принцип понятен? Понятен. Давайте я вас оставляю. Считайте, сколько у вас необходимо сделать прибавок. И потом встречаемся. Будем дальше провязывать вместе. Договорились? Давайте. Так, смотрите, вот провязали до конца ряда. Если вы все правильно посчитали, рассчитали, то у вас здесь все будет точно так же, как было. То есть вот 3 раппорта, да, вот они 3 раппорта. По спинке, конечно, да, у вас будет увеличение. В моем случае увеличение аж на 5 раппортов. Там, конечно, совпадать не будет. Но вот все совпало. Итак, дальше что делаем? Мы делаем 3 петельки подъема. То есть продолжаем провязывать наш узорчик. Раз, два, три. Поворот. Сейчас я так вот разверну, потому что уже полотно неудобно поворачивать. Дальше делаем точно так же, как мы провязывали наш узорчик, в арочку 2 столбика с накидом с общей верхушкой, 2 воздушные петельки, сюда же в арочку 2 столбика с общей верхушкой. Вяжу быстро, потому что вы уже провязывали, вы уже знаете. И вот наши начинаются рельефные столбики. В данном случае мы столбик захватываем, делаем его рельефным лицевым столбиком с накидом, да? А на обратном пути у нас здесь будет рельефный изнаночный столбик с накидом. Поняли? Все. И получается, как я и говорила, если вы развернете свое полотно, сейчас еще один раппорт довяжу, покажу вам. То есть, если вы полностью развернете, так скажем, сейчас будете провязывать свой капюшон, так, то это у вас будет прямоугольник. Ну, вот такой вот раз, видите? Вот это его длина, 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 длина. И вы должны будете в высоту узорчик свой провязать несколько рядочков, ну, приблизительно 28-32 сантиметра. То есть, как вы хотите. Если есть возможность, примеряйте на себя, да, то это должно быть, ну, до уровня макушечки, верхней части головы. И потом будет уже накладываться непосредственно на голову. Хотите побольше, хотите поменьше. 28-32. Все, давайте самостоятельно увеличиваем на нужное количество рядочков. И потом с вами встретимся. Я покажу, что будем делать дальше. Не сложно? Не сложно. Давайте. Итак, смотрите, вот я, получается, провязала прямоугольник. Это вот мой будущий капюшон. Поняли, да? Мы с вами делали прибавочки. И потом, получается, поднимались вверх по узорчику, смотря у кого сколько рядочков, в зависимости от вашей пряжи, от вашей плотности вязания. Давайте замерим, сколько я провязала. То есть в среднем, повторюсь, 28-30 сантиметров – это высота капюшона. Опять же, все зависит от того, какая прическа у вас, хвостик, не хвостик и так далее. Итак, вот у меня получается, смотрите, вот отсюда до сюда. Это приблизительно 29,5 сантиметров. Нормально? Нормально. Идем дальше. Теперь здесь получается у меня 18 полосочек. Одна моя полосочка, да, раппорт, равняется 2,5 сантиметра. То есть 18, если умножим на 2,5, это получается у нас что-то около 45, да, правильно? Ну-ка, смотрим, вот отсюда. Замеряем. Вот, смотрите, 45. Ровно-ровно. Итак, теперь нам нужно знать глубину нашего капюшона, то есть, ну, как бы проконтролировать, все ли мы просчитываем правильно. Получается, пополам делим, да, пополам 45, это будет 22,5, но это получается 9 моих полосок. Ход мысли улавливаете, да, то есть пополам. У меня 18 полосок пополам. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот. 9 моих полосочек, приблизительно их считаем, вот 22, там 22 с хвостиком сантиметра, так, вот они наши, 22, 22,5, то есть узор сам по себе растягивается, поняли, да? Вот, в принципе, устраивает. Что нам еще необходимо знать? Смотрите, сейчас вам расскажу. Получается, ну, чтобы капюшон идеально, да, сидел по голове, либо он был оверсайз, там, либо он на шапку, либо он четко облегал, то есть размеры могут быть разные. Сам по себе капюшон, вот мы уже договорились, да, что вот высоту мы его вяжем 28-30 сантиметров. А потом еще должна быть его глубина, да, вот глубина капюшона. Здесь получается у нас лицо, да, вот эта глубина. Сколько она будет? То есть приблизительно вот подростки, да, подростки. То есть все цифры вы можете спокойно найти в интернете.
Подростки, у них, ну, приблизительно 25-28 сантиметров. Так? Взрослые уже вот так вот 27-30 сантиметров. То есть, если у нас здесь получается глубина капюшона, в моем случае 22,5 сантиметра, так, мы еще сделаем обвязочку, подготовку к резиночке, да, это еще плюс 0,5. Это получается 23 сантиметра. Ход мыслей ловите. А потом у меня еще будет здесь обвязка резиночкой. Точно так же, как я делала рукава. Точно так же, как я делала полочки. Это еще плюс 5 сантиметров. В итоге 28 сантиметров. То есть вот они, 28 сантиметров. И сюда они тоже входят 28 сантиметров. Ход мысли поняли. Теперь, смотрите, показываю. Вот наш прямоугольник, который мы с вами вместе связали. Так. У кого сколько рядочков, смотрите сами. Дальше, когда мы полностью связали прямоугольник, мы начинаем следующий ряд, да, поднялись 3 петельки подъема, и мы должны зрительно, ну, возможно, у вас будет удобно, да, вот у меня, если 18 рядочков, то я должна разделить на 3, получается, на 3 части, так вот, вот таким вот образом, ну, ровные 3 части, и у меня получается по 6 полосочек, да, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь точно так же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ход мысли уловили. Так вот, когда я связала прямоугольник, как мне надо, в мою высоту, 28-30, с этого момента начинается очень интересный процесс. Вот, я поднимаюсь 3 петельки подъема, провязываю первую половину, провязываю вторую половину. Стоп. Понятно? Дальше я не вяжу. В этом моменте я должна буду присоединиться, вот я вам покажу как, присоединиться к левой нашей части. Дальше я разворачиваю свое вязание и иду в обратном направлении, но ровно одну часть. Дальше я до конца не иду. Я присоединяюсь вот здесь, вот я вам покажу как. Разворачиваю вязание, вяжу обратно, опять присоединилась. Разворачиваюсь, вяжу обратно. Опять присоединилась. Разворачиваюсь, вяжу обратно. Опять присоединилась. И так далее. Мы вяжем, пока полностью вся наша средняя часть не соединится с боковыми частями. Поняли? Вот таким вот образом. Сколько рядочков непосредственно вы будете вязать, ну, возможно, у вас будет своя математика, да, арифметика. Я сейчас покажу, как я это буду рассчитывать. Итак, смотрите, вот мои получаются раппорты. Их у меня в капюшоне 18 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Это очень удобно, потому что вы свой капюшон, свой прямоугольник должны будете разделить на 3 части. Правая, левая, центральная. Да? И вот это как раз, видите, правая, левая, центральная. Это очень хорошо в моем случае делится. Так? Я провязываю первую часть правую, центральную часть. Стоп. Поняли? Здесь я присоединюсь к левой части, поверну назад и опять провяжу центральную часть. Стоп. Соединюсь с правой частью. Опять развернусь, центральную часть провяжу, присоединилась. То есть я буду провязывать только центральную часть, а левую и правую, получается, я буду присоединяться к ним. Ну, в общем, понятно, да? Мысль понятна. Как часто мне необходимо присоединяться и сколько рядочков по итогу у меня получится в центральной части. Ну, как я мыслю. Итак, вот мои центральные 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот мы их меряем. И у нас получается вот 15 сантиметров. Да? Ну, узорчик просто тянется, да, можно дотянуть и до 20 там, и так далее. Вот 15 сантиметров. То есть один раппорт 2,5 сантиметра. 6 раппортов на 2,5, а вот оно 15 и получается. И вот эти вот 15 сантиметров я переношу вот таким вот образом, посчитать, сколько я должна буду рядочков провязать. Итак, вот мои 15 сантиметров получается. Сколько это? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 сантиметров. Да? Ну, плюс-минус, например, округлим до 12. Так? Получается, мне так будет просто удобнее. У меня же в боковой части тоже 6 получается вот таких вот рядочков. Если 6 умножить, 12 вернее, разделить на 6, получается 2. То есть я в каждом вот этом вертикальном моем ряду должна буду от центральной части провязать по 2 ряда. Поняли?
То есть я провяжу веерочки, присоединю вот в арочку, провяжу опять веерочки, присоединю к рельефному столбику. Провяжу веерочки, присоединю к арочке, к рельефному столбику, к арочке, к рельефному столбику. Надеюсь, понятно объяснила. Давайте покажу это крючком непосредственно. Итак, смотрите, вот получается, вы провязали в высоту необходимое количество сантиметров вашего капюшона и разделили капюшон на 3 части. Так, первая часть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в моем случае, провязали. Вторая часть, 1, 2, 3, 4, 5, 6, в моем случае, провязали, остановились. И вот здесь, смотрите, рельефный столбик мы все время провязывали удлиненным, да? Я предлагаю здесь его провязать, ну, обычным, как он все время провязывается. Смотрите, накид, захватили столбик, вытянули ниточку, мы провязывали 1 петелька, 2, 2, да? А теперь провяжем вот так вот, 2, 2. То есть мы готовимся к повороту влево. Итак, теперь в моем случае получается, вот в данном раппорте, так, должны быть 2 рядочка вот таких вот. Еще раз, вот наш раппорт, так, и в нем я буду провязывать вот такие вот 2 рядочка. Итак, делаем поворот, наклоняемся и в арочку провязываем соединительную петельку. Раз. То есть мы, получается, на этот ряд провязали, наклонились, уже первый ряд готов. Теперь будет готов второй ряд. Смотрите, соединительная петелька, верхушку столбиков, шагаем до рельефного столбика. До рельефного прошагали, соединительная петелька. Теперь, получается, мы должны будем вернуться вот к нашему рельефному столбику и опять дальше по узорчику провязывать. Будьте внимательны. Для этого делаем поворот. Так. Накид. Вот он наш, тот самый рельефный столбик. Мы возвращаемся к нему. Возвращаемся к рельефному столбику. Вытягиваем рабочую ниточку. И в данном случае давайте сделаем его не вытянутым, да, рельефный столбик, а обычным. По 2 петельки. 2, 2. Ну, чтобы наше вязание было как бы симпатично смотрелось. Все. Теперь мы провязываем. Идем обратно и провязываем нашу центральную часть. Как всегда мы ее и провязывали. 2 столбика с накидом с общей верхушкой, 2 воздушные петельки и опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. Рельефный лицевой столб уже здесь изнаночный, видите? Мы провязываем точно так же удлиненным, как мы провязывали на протяжении всего нашего полотна. 2 столбика с накидом с общей верхушкой, 2 воздушные петельки, опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой, рельефный в данном ряду изнаночный у меня, да, смотря где вы тоже начинаете поворот на лицевом и на изнаночном ряду. Вот, видите? Вот так вот аккуратненько совершили поворот, видно? И теперь вот этот рельефный столбик у нас будет вот так вот идти на протяжении всей нашей верхушки вот этой вот. И будет очень-очень красиво. Итак, ваша задача сейчас провязать центральную часть, да, сколько у вас здесь будет непосредственно раппортов. И встречаемся, когда будем поворачивать на правую сторону. Договорились? Несложно, у вас получится. Давайте. Так, будьте внимательны. Смотрите, вот провязали центральную часть. Так, вот наше место соединения получается. 1, 2, 3, 4, 5, 6 моих центральных раппортов. И заканчиваю я рельефным изнаночным столбиком, и я его провязываю точно так же обычным столбиком по 2 петельки, то есть не удлиненным. 2, 2. В этот раз стоп. Точно так же я должна буду переключиться вот в центр, получается, моего раппорта и провязываю соединительную петельку. А теперь шагаю дальше по раппорту. Получается, верхушку столбиков, соединительную петельку, и затем в рельефный столбик соединительную петельку. Разворачиваю свое вязание. Так, ну, допустим, мне будет так поудобнее, потому что уже большое-большое наше изделие. Теперь я должна буду, вот видите, я присоединилась вот к боковой части. 1, 2, 3, 4, 5. Шестую, получается, я присоединилась вот этим рядом и сейчас буду провязывать второй ряд. Поняли? То есть точно так же 2 рядочка. Но для этого мне необходимо сделать красивый рельефный столбик. Итак, накид. Вот мой рельефный столбик. В первую очередь я захватываю рельефный столбик. Вот он, маленький, коротенький нынче. И провязываю опять рельефный лицевой. В данном случае, в данном ряду все столбики рельефные лицевые. А потом опять приступаю к своему центральному, получается, своей центральной части. Провязываю 2 столбика с общей верхушкой, 2 воздушные петельки. Опять 2 столбика с общей верхушкой. И здесь опять у меня будет красивый, высокий, рельефный, лицевой
столбик с накидом. Видите, удлиненный. Тут он как бы коротенький, тут удлиненный. И я опять провязываю свои 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И вот здесь я опять буду поворачивать. Я здесь с вами встречусь. Понятно? То есть здесь центральную часть можете провязывать самостоятельно до поворота. Давайте. Несложно, у вас получится. Будет очень-очень красиво. Так, смотрите, вот мы провязали, получается, вот от нашего правого поворота. В моем случае здесь 6 раппортов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И заканчиваем рельефным лицевым столбиком. Тут он у нас уже поворачивается влево. Так, здесь получается, вот у наш рельефный столбик предыдущего ряда. Захватываем его, поворачиваем, наклоняем наше вязание, сделаем просто столбик рельефно-лицевой с одним накидом, то есть не удлиненный. Так. И вот у нас здесь получается вот этот рельефный предыдущий присоединялся к этому рельефному, поэтому мы сейчас с вами веерочком вот этим вот, да, присоединяемся вот к центру, к арочке, соединительной петелькой. Раз. Потом точно так же поднимаемся до рельефного столбика. Верхушка наших столбиков, соединительная петелька, и к рельефному присоединились. Теперь поворот, и теперь будьте внимательны. Накид, и смотрим, получается, вот наш рельефный столбик, так. Давайте мы его сделаем уже так же, как мы провязывали все остальные столбики, то есть удлиненным. 1 петелька, 2, 2. То есть как бы уголок прошли, да, а дальше будем все как по узорчику. Все, и опять пошли наши 2 столбика с общей верхушкой. 2 воздушные петельки, опять 2 столбика с накидом с общей верхушкой. И рельефный, в данном случае изнаночный, да, помните, изнаночный столбик рельефный с накидом. Вот видите? Вот как капюшончик наш поворачивается. Видите? Красиво, аккуратно, соблюдаем весь узор. И вот получается рельеф как бы подчеркивает поворот. Здорово? Мне кажется, здорово. Все, давайте опять центральную часть провязываем до поворота. Здесь я вас опять встречаю. У вас получится. Так, смотрите, вот мы опять с вами провязали центральную часть, да, от поворота. Вот мои, получается, в моем случае 6 раппортов. И заканчиваю я рельефным изнаночным столбиком с накидом. Вот мой рельефный столбик. Я провязываю просто обычный столбик, не удлиненный. Так как этот мой рельефный столбик, он присоединялся вот к этому рельефному, да, то есть я иду дальше в арочку. Арочка, соединительная петелька. Дальше верхушка столбиков, соединительная петелька. И следующий рельефный столбик, соединительная петелька. Разворачиваю свое вязание. И опять начинаю провязывать с рельефного лицевого в данном случае столбика. Пусть он будет в данном случае немножко удлиненным, да. То есть мы сделаем его, получается, 1 петелька, 2, 2. Вот он, видите? Вот он наш такой же поворот осуществляется. И дальше все то же самое. Вы провязываете центральную часть без изменений, доходите до поворота, точно так же соединяетесь с соединительными петельками, провязываете рельефный столбик и возвращаетесь обратно. Здесь в данном случае у нас и все рельефные столбики по центральной части удлиненные. Понятно? Все. Вот как это выглядит, получается, вот если смотреть сбоку. Если смотреть сбоку, вот рельефные столбики идут как бы границей. Вот таким вот образом они будут поворачивать. Все. Красота, красота. Давайте я вас оставлю. Я думаю, у вас все получится. Еще раз, по центральной части мы ходим влево-вправо и соединяем потихонечку с каждую сторону. Договорились? Встречаемся, когда уже все провяжем. Договорились? И будем переходить на резинку. У вас получится? Давайте. Так, смотрите, вот уже мой готовый капюшончик. Поняли, да? Вот он, капюшон. Вот. Я, получается, показываю мою центральную часть, ее четко видно. Такая вот граница из рельефных столбиков. Это правая треть, это левая треть, это центральная. Помните, я начинала справа, да, провязывала весь центр и потом по центру вот так вот гуляла, соединяя параллельно правую сторону, левую, правую, левую, правую, левую. И потом, как у меня заканчивается, получается, мое вязание, я провязываю влево, и, по идее, должна же провязать дальше, да, как бы логично. Но у меня есть уже другой узор, поэтому я на этом остановилась и просто сделала соединительную петельку, и все. Ниточку оборвала и приступила к провязыванию уже обвязки. Для этого я вначале полностью сделала столбики без накида на протяжении всего капюшона. Поняли, да, как мы делали на всех, так скажем, обвязках. И потом только начала делать столбики без накида за заднюю петельку. Вот, присоединилась к моей обвязочке, моей полочке. Поняли, да?
Вот, и пошла обвязывать. Здесь ничего сложного, поэтому я вам это уже не показывала, потому что мы так уже провязывали. Все, и дошла до, получается, левой полочки. Ну, конечно, пуговки вот мои красивые. Все. И на этом, получается, заканчивается мое вязание. Итак, по итогу, вот такой интересный, совсем несложный, оригинальный получается кардиган. Да? Кардиган укороченный. Вот такая вот красота. Вы можете взять его одним цветом, вы можете, как я, сделать 2 цвета. Вы можете свое распределение цветов, можете и 3, и 5, и 10, сколько угодно. То есть принцип, самое главное, что вы поняли. Так? И дальше вы уже можете самостоятельно вязать, как ваша душа пожелает. Вот этот капюшончик, смотрите. Вот. У меня получается, по итогу, получилось 550 граммов пряжи. Если внимательно присмотреться, то одинаковое количество пряжи ушло. Если на спинку ушло больше голубого, да, то на капюшон ушло больше розового. Если на обвязку капюшона ушло больше голубого, то на обвязку кофточки преимущественно ушел розовый. То есть то на то и вышло. То есть вот приблизительно 550 граммов. 5,5 моточков пряжи. Все. Вот такая красота. Не сложно, не сложно. Если пуговки не будете застегивать, то вот в моем случае это будет выглядеть так. То есть будет под цвет обвязки вот этой полочки. Надеюсь, видео вам понравилось. Все понятно, все доступно. Поэтому не забывайте ставить лайки. Пишите комментарии. Комментарии помогают продвижению моего канала. Подписывайтесь, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях, сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Заглядывайте в мои плейлисты, кардиганы, кофточки и на лето, юбочки и просто узоры различные. Очень много узоров, поэтому что-то интересное для себя вы обязательно найдете. Ну что ж, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.